Ты новый игрок, выводишь твина или помогаешь новеньким, тогда это видео точно для тебя. Я потратил кучу своего времени ради того, чтобы создать нового перса и пройтись по следу зеленого игрока, дабы ощутить всю ту боль и ответить на волнующие вас вопросы. И еще одну кучу времени, чтобы это смонтировать, систематизировать. Короче, вы на канале Лорда Говарда. Поехали! Первое, что нас встречает при входе в игру, это предупреждение для эпилептиков, как будто в КБ играет какая-то другая категория людей, и если далее вы не словили эффект зловещей долины с этого шедеврального превью, вам предоставляется выбор игрового сервера. МС указан в зависимости от вашего IP-региона, поэтому можете выбрать удобный для вас сервак. Я же рекомендую вам развивать персонажа на EU1. Это сервер Crystal Sea, но есть страшное но. На нем куча лейт игроков, и новичку будет туговато, однако тут в основном тусуют русскоязычные игроки, так что смотрите сами. Если стартанете на любом другом сервере, это не особая проблема, так как раз в 3 месяца можно передислоцироваться на другой методом переноса персонажа. Далее создаем перса, смотрим шедевральный ролик, кастомим аватара и вводим игровой ник. После чего микрообучение основным кнопкам, и вот вы на пороге ваших будущих свершений. Сходу вам дадут 3 отряда: булавы, зеленых мечников и зеленых луков. Это наш первоначальный пул. Дополнительный опыт через плюсик в эти отряды пока не вливайте. Качайте их только тогда, когда появится потребность выбрать талант. Зеленые мечники качаются, например, вверх. На лучников пока предлагаю забить, ну а с булавами тут грех ошибиться. Сейчас особо рыпаться некуда, и проходим горячие кнопки обучения. После первого обучающего боя справа у вас будут появляться квесты. Приоритет отдаем в их пользу. Не тратим никаких ресурсов, выполняем сначала дополнительные задания, потом основные для удобства, а на 8 уровне вам дадут восточных пикинеров-ветеранов. Они будут качаться вниз, но дополнительный опыт также не вливаем. На 10 уровне вы получите зеленую конницу с мечами. Она качается вверх. Тут же нажимаем на латинскую клавишу U, далее отряды, раздел конницы и качаем по возможности 2 ее нижних поинта. Верхний пока не трогаем, опыт пока не вливаем. На 16 уровне вам дадут сундук с оружием героя, и тут вам предлагается определиться с классом. Вы, конечно, можете посмотреть обзоры классов, попробовать каждый самостоятельно через NPC свободный тренировочный лагерь и определиться с ним уже тут, а потом открыть сундук и выбрать начальное оружие. Но скажу вам сразу, на этом этапе не критично сделать какую-то ошибку в выборе. Я предлагаю вам на старте, если хотите дальнобойный класс, побегать на мушкете. Если хотите танка, то меч и щит. Если миля ассасина, то на дате. По легкой броне на старте играть я не советую. Хотя куча новичков, которых я встречал из числа игроков, с нулевой залетали на парных клинках. Выбор, предложенный же мной классов, я сделал только по принципу быстрого закрытия всех этапов пути к войне, который находится у вас в поиске боя в самом низу. Чем быстрее мы с вами его закроем, тем будет лучше. А эти классы с ним справляются лучше всего. Потом же у вас будет время выбрать для себя более профитный для PvP класс. Я же выбрал мушкет, так как он закрывает этапы пути к войне быстрее всего через 2 бомбы. После выбора оружия переходите в меню героя и через латинскую клавишу P открывайте тот класс оружия, который вы выбрали. Если до этого момента уже вбрасывали поинты прокачки куда-либо, можете их сбросить в любое время. Броню на выбранный класс вам дадут аж на 20 уровне. Доспехи и оружие, которые вам будут выдаваться, надеваем лучшего качества, а остальное распыляем через боковое меню, нажав на разбор. На 20 уровне вам откроется задание еженеделик, пропуск новичка дары десятника, и вы начнете собирать разные плюшки. За еженедельные и ежедневные квесты вы будете получать жетоны снабжения. Это такая своеобразная обменная валюта, нажав на которую можете приобрести за нее разные плюшки в магазине с ними. Он обновляется каждую неделю. Жетоны снабжения советую потратить на свиток мастерства, скупив все подчистую, и приказы о подготовке. Также для развития класса позднее на 3-й странице есть шифр разведчика, но его советую покупать и использовать только после того, как соберете мейн-класс для PvP. На 23 уровне у вас появится возможность выбрать сезонные отряды для прокачки. Через F5 переходим во вкладку отряды и в правом верхнем углу жмякаем на переход к сезонам. Здесь советую начать открывать сезон Dragon Rise, в частности УВФ и Золотую Конницу, так как отряды неплохи в PvE и PvP, особенно на старте, и это, как по мне, сезон, который легче всех проходится. Учитывая все за и против, пожалуй, для новичков это лучший выбор. Есть, конечно, альтернативы, например, Legacy of Fire, сезон здесь будет
будет трудный, но даст вам за прохождение аж 6 отрядов, из которых 3-4 более-менее играются. Александр, в котором пока лучшие PvP отряды, если не считать пращников, и в принципе все. Остальные сезоны качаются ради определенных в них юнитов, и это вы уже сообразите по ходу игры, получая люлей от того или иного отряда. Также вам будет предложено 5 фиол отрядов максимального уровня на выбор. На открытие мечников и продвиги у вас будет задание с возвратом 70% затраченных ресурсов, а также нам в любом случае на них спускать всю славу, поэтому они отпадают. Пешие рыцари — это, конечно, хороший выбор, однако их можно будет на халяву получить за прохождение ранее упомянутого Legacy of Fire, так что я бы повременил, тем более они очень требовательны к трактатам, а у вас их долгое время не будет. Остается выбор за фиольной конницей либо луками. Оба отряда неплохи, кони не смогут заехать на стены, а значит ситуативны в пике, однако это очень неплохая конина в ПВЕ для фарма опыта, опять же за счет хороших трактатов, которые у вас вряд ли скоро появятся, поэтому она отходит на второй план. А вот луки даже на минимуме напиливают неплохо в PvP, но ПВЕ имеют слишком низкий мувмент. Я выбрал их, хотя я очень не люблю лучников, так как поинты в прокачке на конину у нас уже есть из-за зеленой конницы, и если что, докачать можно. А также именно с помощью них вы сможете без затрат проходить рейды бандитов на глобальной карте, практически с нулевой. После этого по заданию нужно будет еще открыть синих восточных мечников, что мы и делаем. Теперь стратегия развития отрядов будет такова: булавистов, синих мечников и синие пики мы качаем до 7 уровня свободным опытом через плюсик. Больше вам пока не нужно. Это мы делаем для того, чтобы закрыть все ветки пути войны, связанные с этими отрядами. Все этапы проходятся от 5 до 7 левела отряда и рассчитаны на включение вашей головушки. Проблем возникнуть здесь не должно. Просто не ломитесь в тупую, а немного подумайте и присмотритесь к подсказкам. Проходим их и остальные задания по порядку до 40 уровня. Остальной же свободный опыт после прокачки указанных отрядов до 7 уровня вливайте в зеленую конницу и качайте ее до фула. Пока это ваш основной объект прокачки. Нужна она нам для ПВЕ, чтобы быстро его начать закрывать с большей выгодой, и для шота героев в ПВП. Отряд играбельный и хороший, а начиная с 10 ее левела открывайте на ней мастерство. Как только эту конницу добили до максимума по мастерству, у вас 100 пудов останутся еще лишние свитки, и их предлагаю зарядить в ваш фиольный отряд максимального левела, который взяли на халяву, на моем примере фиолетовые луки. Далее в ветках прокачки отрядов переходим к пехоте и открываем всю ветку без дополнительных улучшений до восточных пикинеров-гвардейцев первым делом, а потом и до мечников-гвардейцев включительно, как только это представится возможным. У вас также на это будет и задание, и соответственно позднее открываем железную стражу. Это вами будет легко сделано к 70 уровню. На 40 уровне вам подарят синюю лошадь. Выкидывайте всех серых, ставьте синюю, и у конюха купите еще 2 зеленых зорких. На этом левеле вам откроются трактаты. Ранее за всякую фигню вы могли получать пергаменты. Нажав на X, вы перейдете к раскопкам. Это такое своеобразное казино трактатов, где каждый 10-й почти гарантом выпадает фиолетового тира. Одна раскопка стоит 1 пергамента. Там используем первых 10 своих накопленных пергаментов, и после этих первых 10 раскопок у вас появится возможность выборочно крутить трактаты. Как накопите 10 пергаментов, вливайте в раскопки коней, потому что там регает трактаты на урон. Следующие 10 вливайте в пехоту, там регает трактаты на защиту, и чередуйте между собой. Самая первая по счету сверху раскопка меняется раз в несколько недель, и иногда там в ротации повышается шанс дропа очень редких трактатов. Можете, конечно, попытать удачу, но только после того, как обзаведетесь хотя бы зелеными трактатами на защиту и урон каждый отряд, которым играете. И да, конечно, повтыкайте зеленые трактаты, которые вам будут выпадать в отряды, которыми играете. Не жалейте их, пусть лучше стоят фиговые трактаты в отряде, чем их не будет вообще. Заменить их не жалко и просто в будущем. На 50 уровне у вас откроется возможность ставить руны на броню и оружие. Посидите, почитайте каждую руну, поставьте какие посчитаете нужные вам, главное, чтобы стояли пока хоть какие-нибудь. Прогрессом сезона вам они будут еще открываться постепенно, и если у вас по трактатам и рунам возникнут какие-то вопросы, у меня есть 2 коротких ролика, которые я закреплю под видосом. Тут стоит упомянуть следующее: когда вам выпадет квест на прохождение рейда на разбойников, старайтесь не проходить его сразу, так как будет возможность вынести с него больше
больше ресов и опыта чуть позднее. И дальше продолжаем регать бои и выполнять квесты до 60 уровня. На 60 уровне у вас откроется посланец славы. К этому моменту у вас уже должна быть зеленая конница максимального левела и с закрытым мастерством и пройдены все этапы пути к войне. Юзаем на себя карты опыта отрядов и героев, полученные ранее за прохождение пути к войне, и регаем рейд на разбойников. Старайтесь в нем убивать минимум 100 мобов с этой конницей, это вполне реально, если подъедать юнитов и не лезть на рожон, сливая ее об толпы врагов. Отыгрываем 5 боев, так как опыт за рейд дается в 5 боях в неделю. По следующей же неделе, каждую среду вам будут давать за вход маршальские альманахи. Они бустят опыт на 3 боя. Их юзаете перед прохождением рейда, чтобы вынести больше опыта. За эти рейды, помимо опыта, вам будут давать немного трофеев. Это такие своеобразные подношения посланцу славы в обмен на его очки магазина. Все накопленные трофеи всех тиров сдаем посланцу славы и покупаем еще одного синего коня. Также за бои вы будете тоже получать очки этого магазина, которые будут постепенно открывать возможность купить разные плюшки. Так как вы новичок, старайтесь купить вообще все, кроме комплектов брони, о них поговорим чуть позднее. Так как конницу вы уже вкачали, следом весь опыт начинаем вливать в продвигу, так как лучших альтернатив на данном этапе у вас просто нет, а прогресс по очкам отваги слишком скован, чтобы идти за открытием других отрядов. На 70 уровне вам откроется алхимия трактатов. Через жетоны снабжения начинаем скупать мудрости. Это своеобразное сырье для крафта трактатов. Сначала покупаем фиолетовые, потом зеленые, потом синие и начинаем крафтить трактаты через X. Далее алхимия трактатов. Как это делается с большей выгодой, также смотри в закрепе. Далее особенностей по развитию в принципе нет. Так к какому же моменту определяться с классом? На 100 уровне вас начинает кидать к игрокам. И уже в этих боях начинайте пробовать какие-то классы, которые вас заинтересовали. Тут-то вам понадобятся те сеты брони у посланца славы, их там 3 вида. Можете хоть 3 скупить и пробовать для себя геймплей каждого доступного класса, исходя из его типа брони. Эти сеты слабые по статам, но имеют хороший буст к лидерству, позволяющий вам брать более дорогие отряды в бой. Тот сет, что вам давали ранее в награду, равен сету этого же типа в магазине славы. Поэтому сеты такого же типа не покупайте. По сути, вам останется только скрафтить для него оружие. К этому моменту у вас за награды насыпет где-то 5 синих схем оружия, и можете крафтить с помощью них необходимое оружие и пробовать играть. Сброс навыков для перекачки скиллов у вас будет доступен до 200 уровня. Следовательно, до этого момента вам нужно выбрать мейна. А сбросить статы вы можете каждую неделю бесплатно в понедельник. Ну или у контрабандиста купить свиток нового начала, но он стоит 15 тысяч серебра, поэтому не советую. Какие-то от себя рекомендации по PvP классам я давать не буду. Тут я советую вам найти мейнеров тех или иных классов и поспрашивать их, чтобы собрать актуальный скиллсет. Поэтому в принципе можете подыскать уже на этом уровне себе какой-то клан, который занимается обучением. Что же, давайте подведем небольшой итог того, что мы получаем по достижению 100 уровня и назначим какие-то горизонты развития. В вашем гарнизоне на 100 уровне есть уже 2 фиольных отряда максимального левела, которым вам необходимо просто докачать мастерство, и золотой отряд железной стражи, который вам необходимо докачать по уровню до максимума. Также вам дается трактат на снижение лидерства, который, если вы впихнете в железную стражу, по сетам на лидерство с помощью посланца славы позволит юзать все этих 3 отряда в один бой разом. Это не самые плохие и не самые лучшие отряды, но они универсальны, что позволит вам использовать их в большем количестве ситуаций. А как наловчитесь, сможете выжимать из них максимум. После того, как докачали мастерство и голд отряд, к этому моменту у вас уже открывается фиольный отряд сезона, который вы качали, и начинаете вливать опыт в него. И так по прибытию каждого нового отряда далее в ваш гарнизон. Но вы можете столкнуться с тем, что вот нового отряда не появилось, а опыт куда-то надо девать. Его вливайте в булавы и синие отряды, они вам пригодятся, так как каждый сезон, а именно его первая неделя, доступна для игры только синими отрядами и отрядами ниже их тира. И более высокий тир открывается постепенно со временем. Некоторые игроки могут вам советовать качать сезон Nightfall ради PvE конницы Криксбрудеров, однако тратить время на это можете только тогда, когда у вас руки будут более развязаны в этом плане. Я же советую просто прокачать фиолетовую конницу с мечами для PvE, она ничуть не хуже брудеров, и времени на ее прокачку у вас уйдет гораздо меньше. Что касается дерева прокачки очков отваги, если вы будете открывать
открывать Legacy of Fire, прокачайте себе зеленую коробку со всеми плюсиками. Если вы еще пока не определились, то для вас хорошим решением будет пустить отвагу на прокачку плюсиков у продвиги, а позднее догонять дерево отваги для халявно выданного вам отряда, чтобы и ему вкачать эти плюсики. Как мест в вашем гарнизоне прибавится, делайте 5 серых бомжей и ополченцев с мечами для фарма ресурсов, качайте их до 7 уровня по низу и втыкайте в них трактаты на добычу, если вам эта движуха интересна. Но в целом я бы не сказал, что это обязательно. К тому времени, как вы этого всего достигнете, я думаю, что вопрос по открытию следующих отрядов у вас решится сам собой. Это все дело не быстрое, и поверьте мне, все успеется. Серебро старайтесь не тратить, и как только появится первых 700 тысяч серебра, купите себе серых молотков наемников. Если будете брать их на сдачу в бой, будут приносить вам плюс 10% опыта, что значительно ускорит ваш прогресс. Если вы уже качнули что-то не то, как вам кажется, не тильтуйте, просто идите по намеченному вами пути методом проб и ошибок. Ничего страшного, я уверен, что руки у вас из правильного места и у вас все получится. Через это проходили все. Я лишь предлагаю базовую альтернативу. Как только вы выбрали для себя мейна, у вас за дары десятника накопятся синие схемы перековки для брони. Копите ресурсы и из них куйте для себя доспехи и оружие вашего типа класса. И минимум по одному разу перековывайте каждое, так как первая перековка по статам всегда лучше неперекованного предмета. А далее со временем перековывайте до тех пор, пока на каждом не выбьете статы лидерства, чтобы увеличить стоимость вашего пула. Для быстрого прогресса стоит придерживаться основного правила. За неделю пройти 5 рейдов, убить 10 бандитов на карте, выполнить 20 контрактов поселения, где в награду отмечено, что дадут очки отваги, и закрыть еженедельку. Вообще это все делается за выходные, можно даже одним днем, а как подрастете, добавится еще сделать 5 побед в рейтинге и поучаствовать в войне за территорию, раза 2 залившись в бой. На это, конечно, времени понадобится уже побольше. Сюда еще можно прибавить участие в разных ивентах, которые проводятся очень часто, и получение с них разного рода плюшек. Кстати, о плюшках. В грядущем сезоне на моем канале будет разыгрываться боевой пропуск в качестве благодарности за ваш актив. Он будет разыгран на бесплатной основе на моем бусте, ссылочка под видосом, и каждый сможет из вас поучаствовать. Там же я отвечаю на ваши вопросы, касающиеся отрядов, и пощу спойлеры для спонсоров, где они могут предлагать корректировки по контенту. А данный ролик увидел свет благодаря спонсорам, ники которых вы видите на экране, за что я безмерно им благодарен. Следите за бусти, а мы продолжаем. Вся прокачка до 100-го левела у меня заняла 14 часов бесперерывного геймплея. Если сделать скидку на новичка, то 16-18 часов. То есть в стандартном режиме за 3 дня на чиле по 4-5 часов можно смело докачаться до минималки и выходить в PvP. По прогнозам, до 150-го левела у вас появится еще и сезонный фиольный юнит. По сути, вам нужен плотный хороший пул для PvP к 200-му левелу, и если вы задавались вопросом, а трудно ли новичку заработать отряды, даже с учетом того, что новый игрок задумается о профите и начнет интересоваться актуальным пулом только на 100-м левеле, он спокойно может себе позволить метаюз к 200-му левелу хотя бы одним отрядом. А дефицит трактатов можно компенсировать позиционкой и мозгами. К 500-му левелу при активной игре вполне реально собрать худо-бедно играбельные пресеты по трактатам и с помощью воды лотосов жонглировать ими от играбельности отрядов, что делают даже хай-левелы, так что я в который раз лично убедился, что игра не так сурова к новичкам, как многие пытаются навязать. По крайней мере, это мое мнение, и даже на старте 2 года назад, про эру динозавров с ОБТ я вообще молчу, условия были куда суровее. Есть существенный минус, как по мне, прогресс старта слишком затянут. Реально, если знать, что ты все это время играешь против ботов и твои сообщения easy win никто не видит, то можно повернуться кукухой. Но учитывая целевую КБ, как будто бы других альтернатив не предполагается. Если у вас есть какие-то углубленные вопросы по механикам, советую посмотреть блог гайдов по КБ, коим называется плейлист на моем канале. Обновление отдельной информации можете ожидать на моем канале в последующих видосах. Подпишитесь, чтобы не пропустить. С вами был Лорд Говард. Покеда.